Bonan tagon. Tio estas la elsendo lando kai popola. Друзья, мне кажется, я только что это сделала. Я поприветствовала вас. Кстати, как вы думаете, на каком языке? Хорошо, допустим, мне еще нужно работать над произношением, поэтому прямо сейчас сделать то же самое, представиться и поприветствовать вас на этом языке. Я попрошу людей, которые им владеют в достаточно хорошей степени. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Saluton, mia nomo estas Steve, mi venas el Kalifornio. Mi loĝas en Berlino jam dum 6 jaroj, sed mi loĝis antaŭe en Rusio dum 10 jaroj, fakte. Очень приятно, большое спасибо. Вам слово. Ankaŭ de mi saluton, mia nomo estas Aleksandro Galkin. Mi estas la unua klero pediatro, sed nun kiel inĝeniero mi laboras kaj loĝas en Hamburgo, Germanio. Большое спасибо. Вот, может быть, теперь у вас появились какие-то соображения, что это мог бы быть за язык? На самом деле не будем вас долго томить. Так звучит эсперанто, самый известный из всех когда-либо придуманных на Земле искусственных языков. Невероятно, но факт. Этот язык был создан в царской России, и первый учебник по нему был напечатан именно на русском языке. Сегодня эсперанто знает даже Google-переводчик. И есть еще один печальный факт. За этот язык в свое время сотни людей поплатились своими жизнями. В чем была опасность эсперанто, почему он возник и, собственно, для чего его можно учить сегодня? Вот об этом говорим в нашей студии. Я с удовольствием представлю вас наших гостей, теперь уже на русском языке. Это Стив Коп, человек, который родился в Калифорнии, работал инженером в России и теперь живет в Германии. Стив большой поклонник эсперанто, и на этом языке он говорит до сих пор с матерью своего сына. Здравствуйте, Стив, еще раз. Здравствуйте. Наш второй гость – это Александр Галкин, по первому образованию врач-педиатр, по второму инженер. Александр состоит в Международной лиге преподавателей эсперанто и является администратором эсперанто Википедии. Он приехал к нам из Гамбурга. Большое спасибо за то, что проделали этот путь. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно видеть вас в этой студии. Известно, что сегодня во всем мире примерно 2 миллиона человек говорит на эсперанто. Вот, собственно, вы как раз 2 человека из этого числа. Как он появился в вашей жизни? Когда он возник? В моей жизни я сразу после окончания вуза работал практикантом в Финляндии. И я случайно зашел в книжный магазин, и там был ряд книг «Teach Yourself» и всякие языки. Французский, немецкий, свахили, эсперанто. И думал, свахили, cool. А эсперанто, это что такое? Я купил обе книги. И свахили оказался не таким простым языком, чтобы «teach yourself». Эсперанто оказался не просто простым, а даже красивым. Хочу все-таки уточнить, откуда такое владение русским языком? Русским? Да. Ну, это очень долгий путь. Я изучал русский язык 4 года в вузе, потом 1 год на стажировке в Ленинграде, потом работал в России и на Украине лет 10. Так что... А какой из этих языков появился раньше в вашей жизни, эсперанто или русский? Русский. Да. В вузе уже. Интересно. Александр, как в вашей жизни возник эсперанто? Как долго вы уже на нем говорите? Ой, я на нем говорю довольно долго, но возник он в моей жизни, когда я еще был ребенком. У меня папа очень интересовался этим языком, и тогда в журнале «Химия. Жизнь» публиковали курс эсперанто. Я помню, он как бы читал, занимался, я вот с тех пор как бы был очень заинтересован. Ну, я его забыл, как бы, да, не знаю, насколько это как ребенок его знал, мне было 6 лет примерно. И когда появился интернет, я нашел на сайте, как бы, там был учебник русского языка, и за 40 дней мне удалось его как бы выучить, как бы, вспомнить, как я так думаю, и я вот уже мог говорить на нем. Это вопрос о простоте и как бы красивости эсперанто. Но смотрите, для Стива это был осознанный выбор. То есть во взрослом возрасте Стив увидел учебник и начал учить язык, да? Для вас это все-таки вот было навеяно желанием отца, чтобы вы говорили на эсперанто, или же это был ваш собственный интерес? Ну, как ребенок, наверное, это от отца. Ну, я ведь его тогда не выучил так хорошо. Выучил-то я его, когда мне было уже 18 лет. То есть, когда я уже сам искал в интернете, потому что учебника было не найти. Только в Москве был, я в Казани как бы не мог найти нигде учебник. И в интернете, наконец-то, когда появился у нас в ВУЗе интернет, я зашел и загрузил, и смог наконец-то осуществить свою мечту выучить этот язык. Так что это тоже осознанный выбор.
Вы знаете, у нас на факультете журналистики Иркутского госуниверситета был один человек, который учил эсперанто. И вот мы тогда всем курсом на него смотрели, ну вот просто как, пардон, как на сумасшедшего. И мне кажется, что очень многие воспринимают эсперанто именно как вот такую филологическую забаву, как такой язык, который непонятно вообще для чего нужен, непонятно, как его использовать, непонятно, где его учить. Вот как вы считаете, откуда вообще взялось такое представление об этом языке, что-то такое таинственное, непонятное и вряд ли применимое к реальным условиям жизни? Ну, как бы, я думаю, что связано с тем, что, наверное, как бы, как вы сказали, да, то есть у каждого человека есть своя задача, для чего они учат язык. Кто-то учит, там, не знаю, чтобы познакомиться с какой-то литературой интересной, да? Кто-то хочет, чтобы поехать куда-то. Кто-то, да? чтобы познакомиться с женщиной. Ну, это тоже. В эсперанто даже есть такой термин «эдсперанто». То есть, когда букву «д» добавляют, и «z» это значит посредник к браку. Угу. Да, такая шутка как бы об эсперанто. Вы знали об этом? Вы знали эту Ну, шутку? даже мы только что Да, как раз только это что. обсудили перед передачей. Это Интересно. очень известная шутка, как бы, да, потому что очень многие как бы находят своих спутников жизни через эсперанто. Вот. И для каждого это осознанный выбор. Да. Для меня это просто было как бы как язык, такой как бы как идея, да, что люди говорят на нем, чтобы быть как, ближе друг к другу, чтобы не было барьеров понимания каких-то, да. Поэтому как бы не каждый готов, как бы, да, такая как бы немножко идеалистическая, как будто утопическая идея. И, конечно, наверное, люди, которые учат его, как бы, так, которых никто не заставляет учить, и они все равно учат этот язык, они как бы немножко могут быть какие-то чудаки в чем-то. Да? Но есть, как бы, допустим, вот в Чебоксарах, там десятки тысяч людей уже выучило этот язык. Там есть массив, как бы, курсы у них, в их, там, по крайней мере, когда я был еще в России, там было очень много народу, когда приезжаешь в Чебоксары, там выставки, как бы, да, там они там делают театральные представления и прочее. То есть там это уже немножко другой статус. Там люди уже знают об этом языке, потому что там есть люди, которые активно этим занимаются. Но вот как раз для того, чтобы побольше узнать об этом языке, я прямо сейчас предлагаю вам посмотреть сюжет. Моя коллега снимала его в берлинском клубе эсперантистов, и возглавляет его, кто бы мог подумать, бывший посол Германии в России. Все внимание на экран. Основные правила эсперанто я вам могу объяснить за час. На начальном уровне вы его выучите за 2-3 часа. Например, Толстой сказал однажды еще в 1895 году, кажется, он сказал, что он поизучал эсперанто всего 2 часа и уже мог свободно читать. Говорить еще нет, но читать уже. Я каждый месяц, увы, только раз в месяц, я веду разговорный клуб для всех, кто учит эсперанто. И пару дней назад, в понедельник, там было 2 человека, которые начали учить эсперанто 3 недели назад. Я даже посчитал с одним из них, он учит его где-то по 20 минут в день, то есть всего у него выходит где-то 6-7 часов. И он мог уже строить предложения на эсперанто и немного говорить. Эсперанто — искусственный язык, а как и все такие языки, он намного проще, чем те, которые сложились стихийно, как русский или немецкий. Придумал эсперанто в конце 19 века еврей из Варшавы Людвиг Заменгоф, а самая первая брошюра с описанием эсперанто вышла на русском языке. Мировым языком эсперанто так и не стал, но, тем не менее, сейчас его учат по 700 тысяч человек в год. И это только в интернете, а ведь есть еще языковые курсы. Конечно, 2 часа, ну или даже чуть больше на то, чтобы выучить все основы целого языка, это очень быстро. А уж в наше-то время, когда мы везде спешим, мы вечно никуда не успеваем, а постоянно торопимся, это просто прекрасная новость. А еще все правила языка эсперанто умещаются на одной маленькой картонной подставке для пива. Действительно все. Тут есть и алфавит, и артикль, и такое правило, которое оценят все, кто пытался учить немецкий или французский, что все слова в эсперанто как написаны, так и читаются. Например, у всех глаголов во всех формах в настоящем времени одно окончание – «ас». А вот прошедшее время – «ви донис либрон» и окончание «ис». «Ис» — это для прошедшего времени. А, например, «ви ирос ала убро» – «ири». «Ири» — это глагол «ходить». А «ирос» — это он в будущем времени. Исключений в эсперанто практически нет. Есть 16 основных правил грамматики, и они работают без исключений. Исключений из них нет. Почти все любители эсперанто учат этот язык уже взрослыми, но в мире есть пара тысяч человек, для которых эсперанто родной. В Германии такие тоже встречаются, и один из них как раз президент немецкого общества эсперантистов. Это его занятие на пенсии, а до 2014 года Ульрих Бранденбург был послом Германии в России. Кто учит эсперанто, кто занимается, кто говорит эсперанто, это
Это люди, которые интересуются международными отношениями, которые хотят пересечь границы, которые иногда хотят путешествовать. И это и была первоначальная идея. Создатель эсперанто Замингов, кстати, само название языка означает «надеющийся», задумал его как общий язык для всех людей. В Польше конца XIX века говорили на польском, русском, немецком и идише. И Замингов думал, что общий язык мог бы стать инструментом для взаимопонимания между разными народами. Кажется, сейчас нам бы такой тоже пригодился. Конечно, если у людей есть общий язык, что у них будет меньше недопониманий. С другой стороны, мы видели в бывшей Югославии, который практически там был один главный язык, сербско-хорватский язык. Сейчас говорят, что из этого языка стали 4 новых языков. Это искусственно сделано, и языковые проблемы там не играют роль. У них была страшная гражданская война. Клубы эсперанто есть почти везде в мире. Эсперантисты вынуждены держаться вместе, чтобы практиковать и не забывать свой язык. Однако не все. Для некоторых эсперанто родной. Для меня эсперанто практически как родной язык. Мои родители встретились в послевоенные годы на курсе эсперанто. С отцом все время только говорил на эсперанто, с матерью на немецком. Говорят, что около 1000 или 2000 людей в мире имеют эсперанто как родной язык. Ульрих Бранденбург, кстати, знает не только немецкий и эсперанто. Уже в школе он выучил русский, а позже связал с Россией свою карьеру. Я из Западной Германии. Я начал учить русский язык там в школе, а потом в университете, а потом в целом 8 лет жил и работал в России. Такая работа, это 80 часов в неделю. Нет свободного времени, и из-за этого для эсперанто осталось очень мало времени. Движение эсперантистов в России – это немножко как у нас. Практически везде в России есть эсперантисты, есть группы, которые встречаются. Я, например, через Новый год участвовал в одной из этих встреч эсперантистов здесь, в Германии. Там участвовали люди из... Это было 15 разных стран. Мы друзья, и мы говорим на том же языке. Там ничего искусственного нет. Ну вот, как раз бывший посол Германии в России подтверждает ваши слова, что теперь на постсоветском пространстве, в общем-то, не такая уж и редкость, да, кружки эсперанто. Но я все-таки хочу немножечко вернуться к истории. Вот все-таки, какие были первоначальные цели у эсперантистов, и, собственно, кто был вот теми первыми людьми, которые овладевали этим языком? Ну, ведь там была ситуация такая, что когда Замингов издал первую свою книжку на русском языке, он ее разослал людям, которые он считал заинтересуются. Допустим, Льву Толстому он послал один экземпляр. И вот это были те самые люди, которые получили эти экземпляры, которые прочитали их, которые заинтересовались. То есть великие умы, по сути, да? Кто-то был, да, там были знакомые его Замингофа были какие-то, да. Толстой, допустим, самый, наверное, известный человек, который заинтересовался. Да, но все-таки учить языки — это же удел интеллигенции, правильно? Ну да, Толстой даже писал, что через 2 часа, после того, как он прочитал эту книжку, он мог уже читать текст на этом языке без всяких каких-то проблем. Потому что там к этой книжке там была и грамматика, и там было несколько произведений, переведенных уже Замингофом на эсперанто, которые можно было прочитать. Поэтому первые люди вообще, довольно сильно в первые годы была развита русская школа, да, то есть кто из России был. Была очень сильно венгерская школа, очень много венгры дали, там, Каламан-Калачай, Я, кстати, прошу прощения, что перебиваю. Я слышала, что сейчас эсперанто чуть ли не в официальных программах венгерских школ существует. Они очень много этим занимались, да, я не знаю, какое сейчас состояние, но у них было одно время очень такая сильная программа, когда они начинали учить эсперанто как первый иностранный язык. Во 2 классе ученики учили, и они делали сравнение, что ученики учат 1 год эсперанто и 2 года французский, а другой класс учит 3 года французский. И они потом сравнивали, как они знают французский. И они нашли, что ученики, которые учили эсперанто 1 год, а потом 2 года французский, говорят на нем лучше, чем те, кто учили с самого начала французский 3 года. Это называется пропедевтический эффект эсперанто. То есть, что после него, его за год можно выучить уже хорошо,
Второй язык идет уже проще, дети. Да, и дети использовали эсперанто между собой, как бы, да, и французский, ну, как бы, он чем-то похож на эсперанто, давался им намного проще, как бы, да. Интересно, хочу тут же уточнить, Стив, вам приходилось еще после эсперанто учить какие-то другие языки? То есть вы можете подтвердить или опровергнуть то, что эсперанто, он открывает двери для изучения других языков тоже? Это явление действительно так, это факт. А со мной получилось наоборот, потому что эсперанто настолько легкий язык, и красивый язык, что мне стало труднее, ну, у меня терпение кончилось на других языках. Да? Потом мне пришлось изучать немецкий язык, и там столько сложностей, столько нелогичных конструкций. Ну, с вашим английским тоже не все так просто, хочу вам Я сказать. английский уже знал. Да? Вам Так что повезло. и русский, слава богу, Не уже надо знал. Но немецкий пришлось изучать потом. Так что это стало нам на самом деле сложнее. Ну, А вот с каким языком вы могли бы сравнить эсперанто? Вот по звучанию, по мелодике. Вот на мой взгляд, он ближе к итальянскому. итальянский, Да, безусловно. однозначно, да? Если эсперантисты говорят между собой на улице, люди будут думать, что они итальянцы. Когда я был на конференции в Италии, я говорил на эсперанто с местными, и они меня понимали. И группа моя считала, что я владею просто итальянским. Вы знаете, я сейчас тоже учу итальянский, вот для меня очень много похожего в этих языках. Правда, не только по звучанию, но и по грамматике тоже. И наоборот, у меня был сосед по кабинету из Италии, и когда он разговаривал с женой по телефону, я почти все понял. Так что, да, они очень близкие. Если все-таки вернуться сейчас опять, вот короткий экскурс в историю, я хочу спросить у вас, как вы относитесь к первоначальной идее вот сделать эсперанто вторым политически и национально нейтральным языком для всех людей, живущих на Земле? Ведь это же изначальная была цель. Ну да, я думаю, что это на самом деле реально до сих пор, потому что на свете есть 6 тысяч примерно языков, и они почти все вымирают. И есть только 3% языков, которые имеют более миллиона говорящих. И эсперанто один из них. Так что эсперанто не растет, а еще не сокращается. Количество говорящих остается стабильным. Так что он слишком легкий, чтобы умереть. Так что думаю, что он еще будет в конкуренции. Вы думаете, что у него есть будущее. Но опять же, если мы говорим про то, что это язык такой простой в изучении, если по всему миру есть кружки эсперантистов, если проходят каждый год международные конгрессы, однако же до сих пор международным языком остается английский. Что здесь не так? Давайте мы сделаем такое сравнение. Да? Вот смотрите, по всему миру есть фирмы, которые выпускают электромобили. Есть показано, что это дешевле, как бы, да, но все равно как бы электромобили до сих пор уже 20 лет производят, до сих пор они не стали основным средством передвижения. Есть такой интересный эффект, называется эффект телефона, да, что вот пока как бы нету там телефона какого-то количества людей, критической массы, остальные как бы они будут неохотно принимать эту, как бы, да, ну кому я буду звонить, если телефон есть только у 2 человек, как бы, да, когда телефон есть у каждого, то всем было бы интересно это. То же самое с эсперанто, когда на эсперанто будет говорить критическая масса, да, ну, как бы каким-то образом, либо это политически сделано, как бы, да, либо социально, как бы, да, то, естественно, объем идет намного быстрее. Но пока вот этого не достигло этого уровня, как бы, насыщения, да, это все очень, как бы, медленно идет. И это можно, как бы, понять, да, если немного людей. Одно время к этому было довольно близко, да, когда Лига наций была, да, между воинами, да, она рассматривала эсперанто как свой основной рабочий язык. И они думали, как бы, ну, как бы, в результате они выбрали 3 языка, да, они были английский, французский и немецкий. Да, и было предложение как раз сделать рабочим языком Лиги наций эсперанто, но один депутат-француз противостоял этому, потому что он переживал за то, что французский язык исчезнет. Но французский тоже был очень долго же таким вот языком, как бы, да, лингва франка, не зря говорят, да, язык-посредник, да, французский пользовался статусом того, который имеет сейчас английский, как бы, на протяжении большого количества времени, и тем не менее сейчас он тоже сдает свои позиции. Вы знаете, мне кажется, может быть, здесь еще сыграла роль, если мы говорим о том, почему этот язык, имея столько последователей, да, имея такую простую грамматику, я надеюсь, что вы нам еще объясните какие-то правила, почему он до сих пор не стал международным языком, да, главным, ведь мы же знаем, например, в том же самом Советском Союзе были очень непростые времена. Так вот в СССР эсперанто активно распространялся в 20-е годы, да, по задумке Троцкого он даже должен был стать языком мировой революции, как мы знаем. На нем велось радиовещание, выпускались газеты и журналы. Однако же с середины 30-х годов носители эсперанто массово подвергались репрессиям, как троцкисты,
фашисты и террористы. И примечательно то, что, например, в Германии носителя этого языка постигла та же самая участь. Например, Гитлер был уверен, что эсперанто был создан как универсальный язык для объединения еврейских диаспор. Вот я хочу вас спросить, что общего вот эти вот опасения имеют с реальностью? Или, может быть, на самом деле эти опасения на тот момент были оправданы? Ну, наверное, кстати, это и объясняет, почему, когда Замингов свою книжку опубликовал, он не подписался своим именем, да, он не хотел, чтобы люди видели связь между ним, польским евреем, и как бы языком, да, чтобы вот такого как бы не возникло такого как бы подозрения, да. Я, насколько знаю, он даже покинул в свое время пост правления вот этой вот международной организации, потому что он был евреем, и он не хотел, чтобы его национальность какую-то окраску дала. Да, как Для бы, тех, да, кто то есть хочет он изучать всегда этот язык. старался, ну, как бы, это еще было связано с тем, что он довольно был активно участвовал в сионистском движении, да, он опубликовал статьи по этому поводу, он, кстати, хорошо знал идиш, и он создал грамматику языка, который до сих пор хранится в Иерусалимском университете. Ну, вообще был Одна из лингвистом первых. и окулистом, что для меня, например, удивительно, да, что человек одинаково хорошо был в обеих, казалось бы, таких разных ипостасях. Ну, он был, так скажем, я так понимаю, что окулистом он стал потому, что его отец настоял. Его же отец сжег его первый проект и сказал: вот езжай в Москву, учи медицину, зачем ты заниматься своими проектами. Да? И поэтому как бы врачом как бы он стал, чтобы последовать как бы воле отца. А эсперанто было его призвание всю жизнь. Да, но возвращаясь как бы к теме как бы международного языка эсперанто, да, конечно, такие опасения как бы были у многих. К теме гонимости, да? Почему? Да, и я как бы читал, что Сталин изучал этот язык и что он не смог его хорошо выучить. И это тоже было отдельно, как бы тоже у него как бы как какой-то пунктик такой, да, против этого языка. Но, естественно, когда люди говорят на каком-то другом языке, во-первых, они могут быть шпионы, да, не все понимают этот язык, да, то есть тут как бы действительно подозрительная такая группа возникает, то есть можно понять, почему были гонения. И со стороны как бы Сталина, со стороны Гитлера, который тоже связывал этих как бы эсперанто с евреями. Действительно, многие последователи эсперанто, особенно в то время, да, они были как бы из еврейского общества, потому что были очень высокообразованные как бы люди, которые говорили на большом количестве языков, и эсперанто для них поэтому как бы был одним из языков, на которых они говорили, как и его создатель. Как бы, То есть получается, что как раз во всей истории эсперанто, она насчитывает уже больше 130 лет, возникла пауза в несколько десятилетий, когда язык развивался, потом он был запрещен, и только после войны он где-то точечно опять начал возникать по всему миру. Можно так сказать, была, по крайней мере, большая стагнация, да, как бы. То есть какие-то люди, которые знали эсперанто, да, они там продолжали творить, они писали какие-то произведения, как бы, да. Но, естественно, как бы вот публично это было очень так сильно ограничено, как бы, использование эсперанто, очень большое количество погибло в лагерях. И есть даже книжка по этому, да, как бы Ульрих Линц, называется «Страшный язык», вот, опасный язык «La Dangera Lingua», а как раз о том, как преследовали последователи эсперанто и как это как бы было тяжело в то время. Даже просто признаться, что ты знаешь этот язык. Да, что в Германии, что в России. А как развивалась у вас в США, например, вся история, связанная с эсперанто? Если честно, я представления не имею, потому что я жил всю взрослую жизнь за границей. Я открыл эсперанто здесь, так что я в Штатах не говорил. Ну, на например, эсперанто. ваши американские друзья, когда узнают о том, что вы говорите на эсперанто, как они реагируют? Ну, им это забавно. Вот я же говорю, очень многие люди относятся к какой-то вот такой забаве язык эсперанто. Ну да, это хобби страны. Да. Возникает сразу вопрос, чем ты вообще учишь эсперанто? Да? Вы сейчас озвучили мой следующий вопрос. А для чего его сегодня учить, собственно? Вот это, кстати, отличный вопрос, да, как бы я как раз думал, как бы, наверняка вы меня спросите это, и я вот тут Вы правильно думали. вспомнил хороший пример, да, я недавно хотел прочитать книжку, она называется, написана китайским, известным очень автором, называется «Проблема трех тел». Да? Трех тел. Проблема трех тел. Это известная проблема такая в физике, которую еще Ньютон решал, о движении тел. Не существует перевода на русский язык этой книжки. Точнее, есть перевод на английский, и с английского есть русский перевод. То есть он прошел, кто-то перевел его на английский, потом с английского на русский. И я вот начал читать и бросил, мне было уже неинтересно. В эсперанто, вот посмотрите, вот какие-то книжки лежат. Люди, кто переводит литературу на эсперанто, это носители языка. Китаец переводит со своего китайского родного на эсперанто. И я тут же читаю эту книжку, да. То есть все вот эти какие-то возможности, там, неточности перевода, неправильности понимания, да, они здесь уже как бы менее вероятны. Потому что я перевожу с языка, который я знаю как родной, на язык, который, ну, как бы знаю в какой-то степени, ну, достаточно, чтобы передать образы родного языка. И это как бы очень, как бы бывает очень важно, как бы очень, как бы бывают разные конфузы. Вот у меня была подруга, она рассказывала, что ее
спрашивали немцы, или американцы, в общем, они читали произведение как бы Булгакова в переводе, и там постоянно встречалось слово «голубь». Ну, там, вы голубь, там, я голубь. Он говорит, почему, говорит, голубь? Она говорит, я вообще не помню, я же читал их по-русски, открывает, там написано «голубчик». Да, и кто-то, значит, переводя язык, не совсем понял это выражение, как бы, да, а там перевод, как бы, да, как бы. Поэтому, как бы, в эсперанто такое невозможно. С другой стороны, у меня тут же возникает вопрос. Не знаю насчет английского, русский язык, известно, что этот язык очень эмоционально богатый, что одним словом можно выразить просто такую гамму эмоций, что найти столько синонимов, что можно написать, вот исписать один лист. Вот в этом плане, насколько позволяет эсперанто не потерять вот эту вот самую эмоциональность, если переводить русских классиков тех же самых, Булгакова, Пушкина, который тоже переведен на эсперанто? Вы знаете, мне порой кажется, что на эсперанто эта эмоциональность даже как-то больше подчеркивается, да, потому что вот в русском языке, когда ты уже привыкаешь к этим словам, да, они не вызывают такую окраску, как бы, да, но я вот применение, конечно, классикам не могу сказать пример, но вот как-то мы переводили какие-то современные вещи на эсперанто, и там было слово, допустим, облом, да, как перевести облом? Облом, в смысле, неудача, да, какой-то казус, облом, да. да. И Но вот, это сленг уже все-таки. Ну, это сленг, да, и к тому, что, ну, это как бы слово для нас облом, да. Вы ну, знаете, вот что такое облом? Это по-английски bummer. Да. Хорошо, да, я постараюсь да. запомнить. Вот. И нашел переводчик, Павел Можаев, нашел гениальный совершенно перевод, называется фрустрич, да, фрустрация. То есть, как бы вот чувство, ощущение, мгновенное ощущение фрустрации, да. И для меня вот это фрустрич намного больше передает это ощущение, которое у тебя возникает. То есть мгновенная и такая мимолетная фрустрация. Русский облом это то же самое. Но у меня, ну, я уже много раз уже повторял, но, видно, не такой вызывает. Ну хорошо, допустим, вот вы сказали, что можно сегодня изучить эсперанто для того, чтобы вот избежать каких-то сложностей с переводом. Ну, например, Да. литературу. Но это же касается лингвистов. Я не думаю, что люди, которые учат эсперанто, собираются заниматься профессиональными переводами. Для чего еще сегодня нужен эсперанто? Вот у вас, например, Стив, было конкретное представление о том, для чего вы хотите учить этот язык? Как вы будете его Ну да, применять? я не совсем типичный, что мне просто понравился язык. Да? Как он звучит, И да? как он создан. Потом вам покажем, как язык работает. Он просто очень красивый и хитро сделан. Это только спустя несколько лет я узнал, что есть общество эсперанто, что есть всякие встречи, большие конгрессы, Да. 500 человек, 500 молодых людей собираются на неделю, и всякие лекции, да, и пьянство, и Хорошо, что вы путешествия. называете вещи своими именами. Да, Мне это очень экскурсии. импонирует. Да, так что это весело. А вы понимали, где вы будете его использовать? То есть помимо того, что он красивый, да, хорошо, вы его выучили, но язык же живет, когда мы его У применяем. нас тогда не было интернета. Я нашел книгу, и как найти эсперантистов. Это было невозможно. Так что только лет через, не знаю, 5 я узнал, что они есть. То есть вы, грубо говоря, сначала, вот есть выражение в русском языке «писать в стол», когда что-то пишется и не издается, и все это складывается в ящик стола. А есть, в вашем случае, получается, учить в стол, когда вы учили, не понимая, для чего это нужно. Тогда вот такой вопрос. Почему же вы сразу не стали учить итальянский? Ведь он же тоже красивый, он очень похож на эсперанто, и его-то как раз можно совершенно спокойно... Итальянский звучит красивый, Да. но как он создан, там много исключений, да? Там много... Ну, в любом естественном языке есть всякие интересные нюансы, да? Можно сказать, ошибки в языках. Эсперанто сделал... Но я считаю, что каждый язык — это как окно, через которое смотришь на реальность. И вот эти окна всех наших языков, они немножко непрозрачные или нечистые. Да? Так что мы видим реальность немножко не полностью. Искаженный, да? Искаженный. А эсперанто самый чистый язык, через который ты видишь истину, можно сказать. Интересное сравнение, но мне кажется, сейчас самое время напомнить нашим телезрителям, собственно, как звучит эсперанто. Это вы помните культовый советский фильм «Покровские ворота»? Не Да. знаю, смотрели вы или нет. И вот там есть сцена, где главный герой в исполнении блистательного Олега Меньшикова с гитарой прыгает по комнате и говорит своему соседу по коммунальной квартире: я эту вашу бургундскую полечку на родной язык перепер.
Так вот, есть достаточно много, скажем так, народных умельцев, которые переперли на эсперанто известные песни из советских кинофильмов. И вот прямо сейчас я предлагаю вам послушать отрывок из знаменитой песни из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Да ты, батюшка, только скажи, как мы переймем. La felice alla porta frapissena verte ciò al mi chi a sort credas mi ne certe sen destin sen fascin mia viv zigzagis dirudo en la fin Киеви мисва. Это правда, что вы делали перевод этой самой песни, которую мы сейчас Я слушали? был в группе, как бы, да, я не так хорош в этих переводах, как бы стихотворений, как бы, да, стихотворного жанра. Но была группа создана, которая, когда мы переводили на эсперанто известные, как бы, советские фильмы. И вот «Иван Васильевич меняет профессию» был один из этих фильмов, который мы переводили. И в рамках этой группы, как бы, Павел Можаев, он делал переводы всех этих песен, и он же, как бы, исполнял их. Знаете, о чем я подумала? Для того, чтобы делать перевод, нужно владеть языком в совершенстве. И вот здесь у меня такой вопрос. Есть какие-то критерии, по которым, в принципе, можно определить, насколько хорошо человек владеет тем или иным языком? Ну, даже в контексте эсперанто, о котором мы сегодня говорим. Ну, вообще, как бы, применительно ко всем языкам существует, как бы, стандартная такая, как бы, юницертовская, как бы, таблица, да, где там есть уровень А, Б и С, 3 уровня, как бы, да, и там они делятся на подуровни, как бы, да, и там четко прописано, какие навыки, какой словарный запас должен быть. То же самое применимо к эсперанто, и есть такая же совершенно таблица, где написано, какие темы необходимо знать для какого уровня. Вот, и есть международные экзамены на знание языка эсперанто, которые люди сдают по всему миру. Как бы, А, да, например, для чего может понадобиться такой экзамен? для того, чтобы официально преподавать. Допустим, если вы хотите преподавать в Германии или, допустим, где-нибудь там в других странах, то ну, это, как бы, обычно не требуется, но хорошо, если у вас есть, как бы, вот, как бы, аттестат, что вы владеете эсперанто на каком-то уровне. Обычно требуется либо Б уровень, либо уровень С. Да, и как бы, ну, вот я преподавал эсперанто, у меня тогда еще экзаменов так не было широко введено, но сейчас на каждом крупном конгрессе есть представители, которые, есть специальная комиссия, которая принимает эти экзамены, и, как бы, люди сдают, и довольно много, как бы, сдавших. Но, как бы, экзамен, вот, как бы, который самый высший уровень, уровень С, он подразумевает не только знание самого языка хорошо, но и знание культуры эсперанто, да, истории его, кто были пионеры эсперанто, литература, как бы, это является, как бы, наверное, 50-60% от самого экзамена, что немножко отличает его от других языков, да, как бы, потому что Б это самый высокий уже по уровню языка, выше, чем Б ты уже не можешь, дальше ты уже изучаешь всю культуру эсперанто. Ну вот интересно, по поводу изучения эсперанто, вы сказали, что вы учили его исключительно по той самой книге. Исключительно 80%. А потом, ну, все равно нужно общение, да, чтобы язык активизировать. И как раз когда появился интернет, вы уже нашли себе, видимо, друзей по переписке. Ну, я нашел эти конгрессы, эти фестивали Да. эсперанто, и там были уроки маленькие и общение. Сколько времени вам понадобилось для того, чтобы владеть языком эсперанто на таком уровне, чтобы совершенно спокойно общаться на какие-то темы? Ну, первая неделя немножко тяжелая, да? Неделя? Ну, да. А уже вторая... Я просто удивляюсь, потому что обычно изучение языков меряется годами. Я да? помню этот год в Ленинграде, да, это было сложно, да, не так быстро. А эсперанто, да, это 2 недели, допустим, и потом уже, ну, конечно, ты не говоришь на совершенном уровне, да, но уже не стесняешься. Ну, я Да, все-таки это удивлена. после Это, вероятно, все равно нужно обладать какими-то особенностями, каким-то определенным складом ума, чтобы так быстро учить языки? Или же это эсперанто такой уникальный язык, что он, как мы узнали с вами... Я из уже сюжета- знал испанский, так что вот у меня было маленькое преимущество. Да. Понятно. Ну вот вы показывали в сюжете, как бы, Лу Вундшулцховена, на котором показывал немного эсперанто из эсперанто-клуба. А он на самом деле преподавал тысячам людей, и когда ему задают тот же самый вопрос, он отвечает, что по его опыту преподавания эсперанто в среднем от 1/7 до 1/8 от изучения любого другого языка, французского ли, английского ли, как бы, да, то есть если вы, допустим, вы за 8 лет достигаете такого совершенства, изучая каждый день, как бы, английский, то вы эсперанто достигнете этого уровня за год, применяя его, как бы, на себя. Ну, по-моему, коллега из сюжета сказал, что 3-4 месяца в среднем. За 3-4 месяца можно прилично выучить язык. Ну, просто вот За они, счет как бы, чего? интерполируют. Александр, за счет чего? За счет чего? За счет многих вещей, как бы, да. Во-первых, как бы,
Давайте какой-нибудь пример приведем, да, как бы, чтобы понять, как, насколько язык работает, да, и потом как бы, будет понятно, за счет чего, да. Да? Давайте какой-нибудь, чтобы какие-то стандартные примеры не использовать, скажите мне какое-нибудь одно прилагательное, одно существительное и один глагол, что-нибудь попроще. Красивый человек идет. Ага, хорошо. Давайте мы посмотрим. Значит, красивый. Красивый на эсперанто будет bella, да. Человек будет homo, да. Идет, ну, скажем, будет iras, да. Идет. Вот это основные как бы формы. Теперь смотрите, вот мы говорим красивый. Если мы скажем некрасивый человек, да, ну, по-русски некрасивый, можно сказать на эсперанто также не bella, да, то есть он некрасивый. Если, допустим, хотите сказать уродливый человек идет, да, ну, может быть, мы хотим, то как бы антоним, вот по-русски это уродливый, отдельное слово. На эсперанто это будет malbella. Да? То есть маль это все отрицания. Маль это полностью отрицание, да, причем, допустим, вот сейчас мы вернемся к человеку, допустим, да, homo, человек не имеет никакого как бы статуса, как бы, да, то есть это просто человек, это может и мужчина, и женщина, да. Ну, как бы, есть, как бы, мужчина, женщина, отдельные слова, но если мы хотим вот именно к слову человек добавить какого-то такого вот, что это женщина, да, можем добавить, допустим, ino, да, будет не homo, а будет homino, значит, это человек И это женского окончание пола. действует для всех слов женского рода. Да, когда ты хочешь подчеркнуть принадлежность к женскому, как бы, да, это как бы слово не является, слово в эсперанто не имеет никакого рода. Homo и homo. Заметьте, что homo на о кончается, любое существительное кончается на о. Любое прилагательное кончается на а, глагол в настоящем времени кончается на ас. Теперь смотрите, у нас было homo, да, ну мы добавили homino. Теперь можно добавить маль и инус объединить. Что получится? Даже у нас? боюсь предположить. Это мужской. Вот в анкетах, когда вы регистрируетесь на эсперанто мероприятие, пишут пол, женский пишут ина, потому что ин плюс а это окончательное прилагательного, а маль ина это значит не ну, как бы противоположный к женскому пол, мужской как бы, да, то есть получается, что как бы такой вот антисексизм, да, не от мужского идет, а от женского. Как удивительно. Ну а как же быть с глаголами? Как же прошедшее и будущее время? Очень просто, да, как бы вообще как бы есть даже такое как бы этот как бы как сказать такое правило, да, как бы, чтобы вспоминать, допустим, настоящее время окончание ас, ас, будущее время будет ос, да, и рос, значит он пойдет. Да, и в прошлом было история типа. Вот вам все это и времени. Настоящее, прошедшее и будущее. То есть, как бы, вот это всю грамматику, по сути, мы уже как бы глаголами прошли. Да, вот эти вот три времени, это все, что мы должны знать о глаголах. Да. В глаголах еще есть причастие, там, как бы, да, и это все. И мы закрываем полностью всю тему глаголов. И единственное, что как бы в эсперанто может представлять трудности, это запоминать управление глаголов, да, немножко. Глаголы есть с вами переходные и непереходные, да, переходные, к которым напрямую объект как бы подходит, допустим, я, по-русски скажем, я машу крыльями, да, крыльями у нас как бы Творительный падеж? Творительный падеж, потому что у нас в русском языке. В эсперанто как бы я машу, а крылья просто мой объект. Я машу крылья, потому что это более логично. Это да? гораздо упрощает, Это упрощает процесс. ситуацию. И еще скажите, артиклей там тоже нет, да? Есть артикли. Ну вот, Только один. Артикль только один. Артикль как бы один. И из Мингов, когда его, как бы, это было одно из как бы таких краеугольных камней реформ, зачем артикль в эсперанто, да? Тем более Мингов один. сказал, ну, если вы не знаете, как его употреблять, вы можете спокойно его не употреблять. Да, артикль нужен для передачи каких-то нюансов, которые, возможно, мы в нашей фразе не всегда хотим передать. Но вот если наши телезрители заинтересуются как раз нюансами эсперанто и захотят его изучать, где это можно делать сегодня? Каким образом? Ну, на самом деле, как бы, если русскоязычные, как бы, да, то есть вообще в эсперанто есть разные методы, да, есть так называемые экспресс-методы, когда за 5 дней, за 10 дней, за 14 дней ты проходишь весь курс. Это обычно как бы курсы такие очные. Есть так называемые прямые курсы, когда человек говорит с самого начала на эсперанто. Обычно, когда вот группа такая межнациональная, нет общего языка. Погружение такое, да, сразу же? Такое, да, это называется эсперанто прямой метод. Его разработал там чешский пастор Че, у него была фамилия, называется Че методо. И есть так называемый грамматический метод. Это то, что вот мы знаем в России, это когда ты учишь грамматику, как бы, да, и ты учишь... Зубришь ее годами. Да. Вот грамматика работает просто, мне кажется, замечательно. Да. Есть замечательный учебник Бориса Григорьевича Колтера, называется «Курс эсперанто». Вот здесь его как бы вторая часть этого учебника для продвинутых. И есть в интернете группа, где можно как бы записаться. Тебе присылают этот учебник, ну, так можно скачать его. Но преимущество того, что тебе присылают учебник в виде этих имейлов.
Ты отвечаешь просто на урок, и там, допустим, идут слова, каждая на новой строчке. Ты пишешь там перевод, преподаватель тебе бесплатно совершенно проверяет, дает тебе комментарии, ты можешь там с ним вести дискуссию, и так вот дальше. Это 20 всего уроков. Вот эти 20 раз я и прошел за эти 40 дней, когда изучал. Да? То есть это, в принципе, не такой большой курс, но он покрывает всю полностью грамматику и способствует тому, что ты уже, тебе не нужно ничего больше учить. Да? Тебе надо просто слова. Просто чудеса. Я, знаете, хотела обратиться к вашему опыту. Вот под конец программы очень хочется романтики. Расскажите, каким образом в вашей жизни появилась женщина, рабочий язык с которой, скажем так, стал эсперанто? Ну да, мы познакомились, она из Хорватии, мы познакомились на несколько раз на этих фестивалях бывали. Ну, что сказать. То есть получается, что она не говорила по-английски, а вы не говорили по-хорватски. Вам нужен был общий язык? Значит, общий язык, да, безусловно. Она говорит немного по-английски. Я через русский говорю, понимаю что-то на хорватском, но да, наш язык общения. Скажите, а вы в любви ей на эсперанто объяснялись? В любви признавались ей на эсперанто? Вы говорили женщине вообще о том, что вы ее любите, в конце концов? Я уже не помню. А как будет на эсперанто «я тебя люблю»? Mi amas vin. А насколько вообще этот язык действительно эмоционально богат, так, чтобы строить на нем романтические отношения? Как любой другой язык. Если плохо знаешь любой язык, да, это трудно выразить свои мысли и эмоции. А если хорошо знаешь, то можешь по-всякому. То есть вам хватало этого языка для того, чтобы... Да, эсперанто это как русский, как английский. Что касается детей, было искушение говорить с ребенком только на эсперанто? Как вообще вы решили строить его лингвистическое будущее? Ну, это сложно. И надо. В нашем случае лучше мы говорим с ним на наших родных языках, и потом позже, если он хочет нас понять, придется ему... Молодец. В этом плане хотела у вас уточнить, есть ли такой случай, когда семья говорит на эсперанто? Имеет смысл для ребенка делать рабочим родным языком, как для героя нашего сюжета, для того самого посла Германии в России, эсперанто родным языком? Не, я знаю очень много, несколько семей, где родители говорят с детьми на своем на эсперанто, но обычно это в дополнение к какому-то другому языку, да. То есть, ситуация в том, что ведь ребенок ходит в школу, да, в школе-то его оценивают по знанию родного языка, и это не эсперанто. Надо учить другие иностранные языки, опять-таки, для школы, да, это очень сильно, меняет твои приоритеты, если, особенно если ты живешь в стране, где язык страны не твой родной язык, то ты, наверное, хочешь, чтобы твои дети говорили на твоем родном языке. Да, плюс эсперанто такой язык, который можно выучить всегда. Ты можешь выучить его в 70 лет, ты можешь выучить его в 7 лет. Если у тебя возникает у ребенка желание выучить язык, то он всегда это может сделать, да. Поэтому, я считаю, что да, это, конечно, с ребенком стоит говорить в плане того, чтобы помочь ему учить иностранные языки. Да, но как дополнительно, да? То есть все-таки должен быть дополнительно. Да? Потому что, есть люди, которые говорят, на эсперанто как на родном, но такой разницы в владении языком между ними и теми, кто выучил язык в зрелом возрасте, нету. Что касается искусственных языков, ведь эсперанто далеко не единственная попытка внедрить, по некоторым данным, их было около 1000 разных попыток внедрить и создать разные искусственные языки. Однако же прижился и закрепился, с оговорками на историю, да, все-таки эсперанто. Почему? Опять же, в силу его простоты? В том числе, это была очень, довольно продуманный язык. Да, на самом деле, было много идей международных языков искусственных, да, создать такой язык, чтобы он был полностью зрелый, чтобы в нем были переведена литература. Это было очень мало одинаково языков. Не родной для всех, да, это к вопросу о равенстве. Да, это это понятно. Да, потому что я представляю, как всегда улыбаются англоязычные люди, когда слышат, как другие, для которых английский язык не родной, начинают на нем разговаривать и делать смешные ошибки. Я к тому, что хотел сказать, что в принципе, наверное, по большому счету языки, на которых, скажем так, есть переводная литература и что-то издавалось, их, наверное, всего 5. Это сначала был Волапюк, потом появился эсперанто, потом появилась Идо. И все остальные, потом проекты Интерлингва, Окциденталь, которые после этого появились после эсперанто, какие-то попытки его улучшить, или тех, кто был приверженцем эсперанто, сделать более естественный язык, близкий к естественным языкам, это все буквально 1% от того, что есть в эсперанто. А что касается, например, искусственных языков, возникших в культовых фильмах последних лет,
Да, смотрите, как бы, да, вот один из самых известных искусственных языков, который исходит из фильмов, это клингонский, который был в языке, в фильме Star Trek, да, он создан. Так вот, автор клингона, он был как бы тоже лингвист, но создавал язык как можно более далекий от наших естественных языков. Поэтому там как бы глагол идет в конце, как бы, да, то есть там все так сделано, чтобы это было как можно То дальше. есть мы опять-таки отличалось. возвращаемся к простоте изучения, получается. Да. И это помогло языку Мы выжить. возвращаемся к тому, что у разных языков есть разные цели. Да. У эсперанто была цель, чтобы он был простым. У языков в фильмах нет такой цели изначально. Есть даже такой искусственный язык, который специально сделан как можно как более сложным для произношения. Он называется Эяфквиль. У него есть собственный, как бы, собственный способ записи, собственный алфавит, который совершенно как бы невозможно прочитать и невозможно произнести. То есть люди разные цели преследуют. Толкин, Квенья. Квенья, сделал пару языков, а его цель это было сделать красивый язык. Да. Так что это здорово для него, это хобби, это хорошо для этих романов, но для общения между нормальными людьми это пригодится. Хотя я видел людей, я вот как-то участвовал в этих играх, да, там сидят люди, говорят на квенье, но это очень большие фанаты Толкина. Это Как бы, да. фанаты, да, Но как это Клингон. Есть штучные клингоне говорят, да, вот если смотрите «Теорию большого взрыва», там Шелдон Купер, он говорит на клингон периодически. Есть еще пара из интересных искусственных языков. Ложбан, который поддерживает логическое мышление. Вроде. И Иткуэл, Да, Ивкуэл, который поддерживает точность. Там, не знаю, сколько, 50 разных падежей, изображений, чтобы выразить точно то, о чем думаешь. Ну вот как вы сказали, что каждый язык искусственный, да, преследует свою цель. Вот какая была цель первоначальная у эсперанто, мы с вами разобрались, это объединение народов, мир во всем мире, да, гуманистские такие идеи и цели. Это будет последний вопрос моей сегодняшней нашей программы. Вот как бы вы определили цель эсперанто на сегодняшний день? В чем сейчас его цель, по-вашему, Стив? Ну, конечно, есть разные цели, да, смотря на точку зрения. Я лично люблю эсперанто, потому что он элегантный язык. И, как я сказал, ты видишь как истину лучше через это окно. Через чистое стекло. Да, очень интересное сравнение да. было. Ну, это мечта мира, глобального мира, тоже живет. На самом деле вопрос перед многими эсперантистами стоит, да, и вот в 1979 году был признан такой манифест раумистов, называется, то есть люди, которые исходно была цель эсперанто «Фина Венко», окончательная победа, когда эсперанто во всем мире станет вторым языком, а раумисты сказали, что мы хотим наслаждаться языком сейчас, нам важно вот сейчас. Мне, допустим, в плане восприятия не так, наверное, актуально, мне вот интересны люди, которые говорят на эсперанто, да, тот же Стив, да, вот он говорит по-русски хорошо, то есть он очень интересный человек. И многие, практически все, кто эсперанто занимаются, то очень интересные люди. Вот тот же Павел Можаев, которого вы показывали, который перевел, он же не только, он же вообще по образованию он врач-анатом. Он преподает в Симферопольском государственном университете анатомию. Вы врач-педиатр. Я врач-педиатр, Пожалуйста. да, и он при этом он играет, он пишет стихи, он является академиком эсперанто, есть академия эсперанто. То есть люди, с которыми ты общаешься через эсперанто, они исходно как-то вот отличаются от других людей. И с ними интересно общаться, не хочется с ними общаться. Ну, может как быть, бы. это, кстати, тоже аргумент, вот такая избранность, чувствовать себя избранным, Да, что я владею эсперанто. секретный Не язык. без этого, Язык признаетесь? секретный, конечно. И если будет Или Фина так. Венко, то есть если язык будет вторым мировым языком, такого больше не будет. Да. Это будет уже неинтересно. Так что нам даже выгодно, чтобы он не стал вторым языком, Есть люди, чтобы мы которые не против потеряли этого. чувство Они- элитарности. такого Они не элитного распространяют клуба. язык. Не На хотят. такой интересной ноте мы закончим нашу программу. Огромное спасибо. Было невероятно интересно и увлекательно. Я надеюсь, наши телезрители узнали много нового от вас. Но вот, к сожалению, слово «до свидания» на эсперанто я пока еще не выучила, поэтому я попрощаюсь с вами по-русски. Большое спасибо за то, что были с нами. Ну, а у вас есть уникальная возможность попрощаться с нашими телезрителями и pожелать им что-то на эсперанто. Вам слово. Dankon pro la invito al via elsendo. Mi tre ĝojas partopreni kaj mi pensas ke almeno kelkaj el vi post tra spekto de tiu elsendo ankaŭ ekvolos lerni Esperanton. Tio estas tre facile en la reto kaj tiam vi plej verŝajne retrovos revidos min en la reto kaj mi diras al vi ne adiaŭ, hodiaŭ, mi diras al vi ĝis revido en Esperanto-lando. Пожалуйста. Ja, dankon pro via atento. Mi povas rekomendi al vi por lerni Esperanto la retejon learn.esperanto.com.
learn.esperanto.com. Большое спасибо. Я надеюсь, что вы сказали что-то очень хорошее для наших телезрителей. До свидания. Увидимся через неделю.